Всем привет! Сегодня у нас первое видео из серии управления экосистемами. Это небольшая серия лекций, соответствует содержанию одноименного курса, который в этом семестре я читаю в ереванском филиале РЭУ имени Плеханова. Но будет полезно всем, кто изучает основы предпринимательской деятельности в любом формате, как в университете, так и самостоятельно. В этой серии мы разберем, что же такое современные бизнес-экосистемы, какова их структура, как и за счет чего они работают и как ими можно управлять, то есть создавать, поддерживать их развитие и добиваться эффективности. В том числе познакомимся с инструментами картирования бизнес-экосистем и попробуем бесплатный софт, который позволяет строить карту бизнес-экосистемы. Для тех, кто еще со мной не знаком, меня зовут Ратнер Светлана Валерьевна, я доктор экономических наук, преподаватель и ученый. В своих лекциях рассказываю просто о сложном. Когда вы слышите термин бизнес-экосистема, в голове, вероятно, возникают имена таких гигантов, как Apple, Яндекс, Google, Сбер. И это правильное представление. В то же время сам термин в последние годы стал настолько популярным, что его часто используют без понимания смысла. Вы, возможно, сталкивались с такими заявлениями, как «мы строим экосистему вокруг нашего нового продукта» или «наша экосистема приложений удовлетворяет все потребности пользователей». В такой инфляции смыслов частично виноваты сами академические ученые, в частности Джеймс Мур, который, изучая конкуренцию современных компаний в начале 90-х годов прошлого века, выявил интересную закономерность в том, что инновационные компании не столько конкурируют между собой, сколько кооперируются для того, чтобы дополнять друг друга и совместно строить ценностное предложение для потребителя. Особенно эта закономерность была заметна в сфере зарождающихся цифровых компаний, которые все больше и больше кооперировались через цифровые платформы. Мур описал эту кооперацию как экосистему и сделал термин популярным не только в научной, но и в бизнес-среде. Однако, если честно, такого рода кооперация существовала и ранее. Рынки средневековых городов, морские порты, железнодорожные дороги с вокзалами и станциями и даже крупнейшие торговые улицы мира, например, Пятая авеню в Нью-Йорке, все они представляют из себя платформы, на которых растут и развиваются различные экосистемы. Просто с развитием цифровых технологий и их постепенным внедрением в бизнес, кстати, основные этапы этого процесса сейчас представлены на слайде, создавать такие платформы стало гораздо проще и дешевле, чем физические. Мы сейчас не будем подробно останавливаться на работах Джеймса Мура и других ученых для экономии времени, но я очень рекомендую эти работы к прочтению для тех из вас, кто проводит научные исследования в данной области. Итак, что же мы будем понимать под цифровыми бизнес-экосистемами в рамках нашего курса? Как нам от красивых метафор перейти к рабочему определению? Мы будем говорить, что бизнес-экосистема – это форма сотрудничества между взаимозависимыми компаниями, которые вместе создают интегрированное ценностное предложение для конечного пользователя. В этой бизнес-экосистеме есть не только компании, которые непосредственно создают продукт или услугу, но также поставщики, дистрибьюторы, потребители и даже конкуренты, которые вместе формируют единое целое. Как основную аналогию экосистемы можно держать в голове торговый центр. В отличие от специализированного отдельно стоящего магазина, который может быть аналогией линейного бизнеса, в торговом центре конкурирующие бренды и торговые марки объединяются в одном пространстве. Кроме того, дополнительную ценность для покупателя создают сопутствующие сервисы. Кафе, рестораны, кинотеатры, детские площадки, предприятия бытовых услуг и так далее. В основе современных бизнес-экосистем, как правило, лежат цифровые платформы. Они выполняют 4 базовые функции. Позволяют находить и совершать выгодные сделки, дают необходимые для этого инструменты и сервисы, устанавливают единые правила и, наконец, они заняты постоянным расширением числа участников, которое усиливает сетевые эффекты. Цифровые платформы не имеют ограничений в масштабировании и не привязаны к географии, могут объединять участников со всего мира.
В цифровом мире гораздо ниже стоимость транзакций и отсутствует информационная асимметрия, то есть всем участникам платформы доступен примерно одинаковый объем информации. Эти особенности определили доминирующее положение именно цифровых платформ в современном бизнесе. И они же, эти особенности, делают конкуренцию, вопреки предсказаниям Джеймса Мура, особенно острой. Если в доцифровом мире платформы были немногочисленны и редко вступали в прямую конкуренцию за ресурсы и одних и тех же участников, то в цифровую эпоху конкуренция становится практически глобальной, все конкурируют со всеми. Пойдем дальше. Основными характеристиками бизнес-экосистем являются модульность, кастомизация, многосторонность отношений и координация. Под модульностью мы понимаем свойство такое, что каждый элемент экосистемы в принципе может развиваться отдельно, но при этом все компоненты эффективно взаимодействуют друг с другом, что позволяет клиентам экосистемы выбирать необходимые им модули и инструменты для своих нужд, а бизнесу расширять аудиторию и охватывать все большее количество сегментов целевой аудитории. Под кастомизацией мы понимаем возможность настройки продукта или услуги под потребности конкретного клиента. Все элементы экосистемы должны быть адаптированы под свой сегмент целевой аудитории, поскольку это повышает удовлетворенность пользователей, улучшает клиентский сервис и продлевает ЛТВ каждого клиента. ЛТВ – это показатель того, сколько денег перенесет клиент компании за все время ее существования. Многосторонние отношения. Имеется в виду активное взаимодействие со всеми участниками рынка, поставщиками, партнерами, конкурентами, потребителями. Для полноценного функционирования бизнес-экосистемы все ее участники должны активно взаимодействовать друг с другом, обмениваться информацией, опытом, сотрудничать в разработке новых продуктов и услуг. Именно это способствует созданию инновационных решений и укреплению связей между разными сервисами. Ну и координация – это согласованность действий участников для достижения общих целей и задач. Все сервисы должны функционировать как единое целое и соответствовать корпоративным стандартам. Пользовательский опыт и мнение об одном конкретном инструменте переносится на всю экосистему, поэтому каждый ее элемент должен поддерживать репутацию бренда. Структуру экосистемы, как правило, составляют компании трех разных типов – оркестраторы, партнеры и дополнители. Компании-оркестраторы – это лидеры, и они создают основную ценность для потребителя и, кроме того, являются первичным контактом конечного пользователя в экосистеме. Оркестраторы предоставляют ключевые продукты или услуги сами и через других участников экосистемы создают дополнительную ценность для потребителя. Компании-партнеры решают тоже значимые задачи для конечного потребителя, предоставляя ему дифференцированные товары, услуги и бренды. Как правило, они тоже обладают точкой соприкосновения с конечным потребителем. А вот компании-дополнители, они создают отдельные части товара или услуги, вносят свой вклад в удовлетворение потребностей конечного потребителя, но напрямую с ним, как правило, не взаимодействуют. Причем они могут предоставлять товары и услуги для разных экосистем, в которые эти товары и услуги легко встраиваются. Заметим, что одна и та же компания может входить в разные экосистемы и играть в них разные роли. Для примера возьмем компанию Samsung. Она является оркестратором собственной экосистемы, в которой она производит очень широкую линейку продуктов от персональных гаджетов до бытовой техники. При этом Samsung выступает как ключевой партнер в экосистеме компании Alphabet. Это компания, чей самый известный проект Google. Координирует работу платформы Android, и также Samsung как дополнитель предоставляет компоненты, технологии для других производителей электроники, ну, например, предоставляет чипы для памяти процессоров и отдельные технологии для производства экранов.
Если мы попытаемся как-то классифицировать экосистемы, то можем обратиться к исследованию компании Boston Consulting Group, которая выявила, что бизнес-экосистемы можно разделить на две большие категории, которые она назвала экосистемами решений, solution ecosystems, и экосистемами транзакций, transaction ecosystems. Ключевое отличие определяется самой компанией-лидером экосистемы. Транзакционная модель основана на использовании цифровой платформы. Лидер лишь создает инструмент и организует экосистему. Он сам по себе не осуществляет какой-то иной значимой деятельности. В такой экосистеме проходит очень большое количество примерно одинаковых транзакций. И ее ценность состоит именно в огромном количестве потенциальных поставщиков, которые предлагают продукты и услуги примерно одного типа, и покупателей, тоже достаточно однородных в своем спросе. Такого рода экосистемы чаще всего называют маркетплейсами, потому что по сути они ими и являются. Это современное прочтение такой классической рыночной площади. Как пример, допустим, компания Авито. Экосистемы решений, как правило, не столь масштабны с точки зрения количества участников, но они гораздо сложнее в плане создаваемой ими ценности для потребителя. Компания-лидер в этой экосистеме, в такой вот экосистеме, производит продукты или услуги, которые обладают самостоятельной ценностью. А присоединение независимых поставщиков и смежников позволяет ей усилить свое клиентское предложение. Экосистемы такого рода чаще всего появляются в результате плавной эволюции основного бизнеса, и так как они компактные по числу участников, не такие большие, как транзакционные, как правило, они строятся путем прямого инвестирования. Пример экосистемы решений – это всем известная экосистема Сбера. Кроме этой классификации, почитав различную литературу, вы можете встретить другие разделения экосистем, например, на открытые и закрытые, мультипродуктовые и многоакторные, горизонтальные и вертикальные. Ну, что касается двух последних классификаций, по сути, они повторяют классификацию экосистем решений и экосистем транзакций. А вот открытость или закрытость экосистемы – это другое свойство. Оно относится скорее к управлению экосистемой. Насколько компания-лидер позволяет участникам экосистемы действовать по своим правилам или стандартам, или наоборот, насколько она вводит жесткие правила и стандарты и обязывает своих партнеров и дополнителей следовать этим стандартам. Примером открытой экосистемы может служить Android от Google, где разработчики могут свободно создавать и распространять приложения через Google Play Store, используя предоставленные Google инструменты и ресурсы. В этом случае оркестратор стремится привлечь как можно больше участников, включая сторонние компании и разработчиков, предоставляя им доступ к своим платформам для создания и интеграции собственных продуктов и услуг. Примером закрытой экосистемы может служить Amazon. Он включает в себя не только ритейл, но также облачные сервисы, потребительскую электронику собственного бренда и сервисы потоковой музыки и видео. Amazon строго контролирует доступ к своей платформе и доступ к своим данным. Давайте, наконец, посмотрим реальные примеры экосистем. Начнем с экосистемы номер один в российском бизнесе – это экосистема Сбербанка. Ну, идея трансформации в экосистему начала оформляться как ключевое направление деятельности компании еще в 2017 году, когда вот примерно в это время происходил агрессивный выход в финансовый сегмент ведущих цифровых игроков – Амазона, Apple, Алибабы и WeChat. В том же 2017 году банк приобрел медицинский сервис DocDoc.ru и сервис по поиску и сопровождению сделок с недвижимостью DomClick. В 2019 году была запущена единая облачная платформа для развития экосистемы Сберклауд, которая была разработана самостоятельно компанией, и на это ушло вот как раз примерно 2 года.
В том же году была запущена технология Сбер ID, а годом позже технология Сберпэй. Мы помним еще по себе, что заметной вехой на пути преобразования в экосистему стал ребрендинг компании, когда из его названия было убрано слово «банк». И одновременно многие сервисы получили приставку «Сбер». Сбермаркет, Сберфуд, Сбераптека и так далее. Сейчас экосистема имеет около 40 технологически объединяющихся элементов, которые осуществляют так называемую бесшовную интеграцию сервисов экосистемы Сбера. Помимо тех, о которых я уже упомянула, это программа лояльности Сберспасибо, технологические инструменты Сбердата, Сбер-АИ, Сберсекьюрити, Сбербизнес API, Сберпрофайл и многие другие. Еще одна известная практически всем российская бизнес-экосистема – это экосистема Яндекса. Список сервисов Яндекса постоянно расширяется, и основные из них включают поиск, то есть классический поисковик Яндекса, с которого все и начиналось, почта, карты, агрегатор новостей, интернет-магазин, где можно купить различные товары, сервис заказа такси, сервис заказа еды из ресторанов, прослушивание онлайн-музыки, Дзен, то есть платформа для публикации, чтения различных статей, Афиша, сервис, который помогает найти интересные события, и Яндекс Услуги, сервис для поиска и записи на различные услуги. Точную дату, когда Яндекс стал трансформироваться в экосистему, сложно определить, так как процесс происходил постепенно. Еще в конце 90-х годов, в начале 2000-х компания помимо поисковика начала развивать дополнительные сервисы, такие как почта, карты и новости. И именно вот эти вот первые шаги заложили фундамент для будущей экосистемы. В середине 2000-х годов Яндекс усиленно входил в мобильную сферу, развивая мобильные приложения и делая свои сервисы доступными с любых гаджетов. Именно в это время появились Яндекс.Маркет, Яндекс.Такси, и Яндекс сильно расширил географию своего присутствия. В конце 2000-х годов, в начале 2010-х Яндекс сделал попытку создать свою собственную социальную сеть и развивать медийные проекты. Однако эти направления не получили такого же успеха, как другие сервисы компании, и постепенно заглохли. Зато вот углубление в e-commerce прошло более успешно, и Яндекс.Маркет стал одним из крупнейших интернет-магазинов на российском рынке, а компания активно развивала партнерство с другими игроками рынка электронной коммерции. Ну, сейчас мы знаем, что Яндекс превратился в платформу, на которой много различных сервисов, используется голосовой помощник по технологиям искусственного интеллекта. Компания входит в технологии беспилотных автомобилей, облачных технологий, финансовых услуг. Кроме того, Яндекс превратился в платформу, на которой разрабатываются и развиваются различные сервисы и приложения. Еще один пример российской бизнес-экосистемы, который бы я хотела вам привести в этой лекции и немножко подробнее разобрать в следующих, это экосистема мобильного оператора МТС. МТС развивает различные развлекательные сервисы в разных направлениях: музыка, книги, медиа, телевидение, афиша и так далее. До периода санкций компания пыталась сотрудничать очень активно с Apple и Spotify. Сейчас больше развивают собственные сервисы, в том числе такие сервисы, как МТС Маркетолог, то есть сервис для запуска таргетированной рекламы, МТС Твой бизнес – это витрина цифровых сервисов для предпринимателей, которые помогают настроить операционные процессы и перевести свой бизнес в онлайн. МТС страхование, МТС мобильные сотрудники – тоже интересный инструмент для организации работы разъездных сотрудников, торговых представителей, курьеров, водителей, экспедиторов и сервисных инженеров. На сегодняшний день МТС является единственным российским оператором, который напрямую формулирует свою приверженность в преобразовании компании на базе экосистемной бизнес-модели. В результате реализации стратегии компания рассчитывает увеличить количество абонентов, увеличить срок жизни абонента и сократить расходы на их привлечение.
Я думаю, что вот даже уже из этих примеров вы для себя могли почувствовать и отметить основные преимущества экосистем как для потребителя, так и для бизнеса. Поэтому я не буду долго на них останавливаться, просто перечислю эти плюсы в качестве заключения к нашей первой лекции по бизнес-экосистемам. Итак, для потребителя плюсами использования экосистемы будут доступ большему количеству сервисов из одного интерфейса и через один аккаунт, упрощение и автоматизация бытовых и рабочих задач, точный подбор рекомендованных функций, так как сервисы синхронизируются между собой и запоминают предпочтения потребителя. Экономия на подписках, потому что они распространяются сразу на несколько элементов экосистемы, и возможность участия в программах лояльности от всех партнеров бренда. Для бизнеса плюсами будут охват большего количества категорий целевой аудитории, рост рыночной доли, улучшение репутации, рост лояльности аудитории и ЛТВ клиента, дополнительные рекламные возможности и снижение маркетинговых затрат, так как различные элементы экосистемы уже начинают рекламировать и продвигать друг друга. Расширение возможностей для аналитики, которые можно использовать для дальнейшего развития бренда. Подробнее об этих аспектах и о том, как их можно реализовать на практике, мы поговорим в следующих лекциях. А пока, если это видео было полезным, пожалуйста, поделитесь им с друзьями и коллегами. Давайте распространять настоящие научные знания вместе.